Росатом и Национальный ядерный центр Республики Казахстан подписали меморандум, и Росатом поможет разработать национальную стратегию Казахстана по обращению с радиоактивными отходами. Стороны заключили меморандум о намерениях научного, технического и коммерческого сотрудничества в области ядерного бэкэнда, предусматривающего работу по 3 направлениям: безопасное обращение с радиоактивными отходами, с отработавшим ядерным топливом и вывод из эксплуатации отслуживших свой срок ядерного и радиационно опасных объектов с последующей реабилитацией загрязненных территорий и их возвратом в хозяйственный оборот. Ну, вот то, что мы с тобой обсуждали, хвостохранилище в Таджикистане и так далее. Вот. Меня больше порадовала информация от Вэлла о том, что Росатом такой же уже имеет положительный опыт с Белоруссией. Было создано по аналогии с российским национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами РУП Белрао. В настоящее время Росатом и РУП Белрао, ну то есть белорусские радиоактивные отходы, получается, так, активно сотрудничают в создании инфраструктуры для финальной изоляции РАО, а также в подготовке персонала для эксплуатации приповерхностного пункта захоронения радиоактивных отходов. Это, я так понимаю, будет создано на площадке БелАЭС. Ну, очевидно, если площадка подходит, то будет создано там, потому что там есть требования к грунтам. Оно приповерхностное, оно либо бетонировать, либо там такие технические вещи. Отходы есть всегда. К особо низкоактивным отходам, они так и называются, относится все, что имеет касательство к работе персонала. Рабочая одежда, там какие-то... Все подряд. Бахилы, в которых туда журналисты заходят, это сразу особо низкоактивные отходы. Понятно, что хранить их где ни попадя нельзя. В свое время, в советские времена, было создано ТРЕС, наверное, так можно назвать, радон. Работал во всех регионах Советского Союза, где шла или добыча, или медицинские отходы всевозможные тоже. Они их собирали. Это было решение временное до создания вот тех самых приповерхностных пунктов захоронения. Радон, как ни странно, уцелел, несмотря на разгул веселья в 90-е годы. Вполне себе уверенно чувствуют. Теперь в России уже сеть вот таких приповерхностных пунктов захоронения создана. Добираются последние. Начинали с тех точек, где больше всего этих отходов, ну, прежде всего на предприятиях, имевших отношение к ядерному оружейному комплексу. Их достаточно много было, и мусора там достаточно много было. Вот тот подход, который мы сейчас видим на примере Беларуси и Казахстана, это такой вариант комплексного подхода. Мы не только про строительство, но и бэкэнд. То есть это все, что связано с переработкой радиоактивных отходов, все, что связано с облученным ядерным топливом и со всем тем, что предстоит по окончании срока работы атомной электростанции, какой бы он продолжительный не был. Сейчас, что касается Беларуси, УВР-1200, это 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет, но, тем не менее, через 80 лет надо быть готовым к тому, что предстоит остановить, разобрать, демонтировать и довести до состояния либо коричневой лужайки, либо зеленой. Коричневая лужайка – это то, что на промышленной площадке можно строить промышленные объекты. Зеленое – то, что это жилая зона. Все в порядке. То, что начинают загодя, это хорошо, потому что действительно много вопросов. Если говорить, сравнивать проект Росатома в Казахстане и в Беларуси, в Беларуси известно, в Казахстане Балхаш. Там надо будет проверять, что с грунтовыми водами, как будет выглядеть это приповерхностное захоронение. Может быть, бетона придется больше. Бетон нужен специфический, чтобы в случае воздействия всего и сразу воды, радиации, какой-нибудь, не знаю, сейсмической опасности, чтобы это ни в коем случае не было разрушено, деформировано. Так что касается работы с так называемым ядерным наследием, ну, так уж сложилось, что, в отличие от южных соседей, Киргизии, Таджикистана, все действующие месторождения урана на территории Казахстана действующие. Там пока никаких остановок еще не было. А то, где
большой опыт совместной работы был у Казахстана и России. Это, конечно, Семипалатинский полигон. Там огромный объем работы. Это можно вообще в отдельную передачу выводить. Так что я думаю, что и сотрудничество будет успешным, и есть казахстанским специалистам посмотреть на свежие решения, оценить, как это было сделано в Беларуси. Я думаю, там еще надо будет и законодательство национальное поправлять, там все эти разделы, касающиеся облученного топлива, низкоактивных отходов. То есть это тоже вот набор, который должен быть в национальном законодательстве. Что касается облученного ядерного топлива, ну, по крайней мере, договоренность у Беларуси с Росатомом известна. Облученное топливо после бассейнов выдержки убывают в Россию на переработку, возвращается только то, что переработать на день сегодняшний нельзя. Высокоактивные отходы, которые масса ядерного топлива составляет порядка 2%. Решать надо будет, но за то время, пока образуются вот такие отходы, будем надеяться, что мы увидим новые решения в России по замыканию ядерного топливного цикла, в том числе и по, так скажем, радиоактивным ядам, минорным актинидам, имеется в виду нептуния, америций и кюрий, самые долгоживущие, самые опасные, поскольку они, все три вида излучения у них есть, и именно для них нужны геологические захоронения. Решения, которые мы наблюдаем со стороны Росатома, быстрыми они не будут. Есть одно направление, которое мы видим в Северске, на Бресте-300, в реакторе на быстрых нейтронах с свинцовым теплоносителем. Пошла работа с этими минорными актинидами на быстром реакторе с натриевым теплоносителем на Белоярской атомной электростанции БН-600, БН-800. Если эти минорные актиниды выделить отдельно, так что вот никто им не мешал, и отправить в активную зону реактора, то есть под плотный поток свободных нейтронов, то проходит, так скажем, ядерная трансмутация, радиоактивность остается, но она в период полураспада уже не 300 тысяч лет, а просто 300. И надобность в геологических захоронениях, ну, мягко бы сказано, становится меньше. Почему геологическое? Для того, чтобы радиоактивное вещество действительно перестало быть опасным, периодов полураспада надо выдержать 5 штук. Если период полураспада порядка 300 тысяч лет, то необходимость в некоем инженерном сооружении, конструкционная сохранность которого должна быть поддержана на протяжении 1,5 миллиона лет. Это уже геологические сроки. Приходится изучать возможные подвижки тектонических плит, и бог его знает еще. Чего еще? Если период полураспада после дожигания сотни лет, но это современная инженерная наука точно может одолеть. Это не миллионы лет, это сотни лет. Это мы уже умеем. Так что будем смотреть. А то, что Казахстан взялся вот сейчас, пока еще идут инженерно-геологические изыскания на месте будущей площадки, ну, по-моему, очень такой грамотный подход. Заповедь атомной энергетики номер 0 – это безопасность, поэтому лучше начать заранее, не спеша, не торопясь, все продумать, чтобы в нужное время все было уже готово и можно было эксплуатировать. Ну и не зря же это все называется стратегией, да, то есть это такой долгосрочный план, и, на мой взгляд, такой именно правильный подход в подготовке специалистов еще. Специалисты будут нужны. Вообще вот этот подход, который в последнее время мы все чаще видим у Росатома, задумывался не только о том, как построить, но как вывести из эксплуатации. Конечно, это не такой продвинутый вид энергетики, как, допустим, ветроэнергетика. Прекрасные обломки ветроэлектростанций по всей Германии. У них срок службы 15-20 лет. Сейчас первое поколение ветроэлектростанций предстоит просто сносить. А как утилизировать лопасти из композитных материалов, пока никто не знает. Но об этом думать не надо. Надо рассказывать о том, что мы самые зеленые и самые дешевые. А атомщики считают, что надо рассматривать весь цикл. Не только построить, получить электроэнергию, но и потом, какие расходы потребуются для вывода из эксплуатации. И на них будут показывать пальцем и говорить: видите, как дорого. А наши ветряки, вон они какие дешевые. Вот. Будем ждать. Может быть, кто-нибудь из тех, кто занимается так называемыми возобновляемыми источниками энергии, задумается о том, что делать
с кварцевыми пластинами от солнечных панелей, что делать вот с этими ветротурбинами, ну и так далее. Может быть, их тоже придет в голову взять и посчитать, а почем это будет обходиться. Пока технологии переработки композитных материалов нет. Денег на то, что кто-нибудь разрабатывал, тоже нет, потому что сейчас главное доказать, что зеленая генерация очень дешевая. А скажи мне тогда срок службы, ну, вот этого ветряка, ветропарка и так далее? 20-25 лет. Ну, то есть формально сейчас уже те первые, которые устанавливались, сейчас они наступает уже... время, да, 15 лет прошло, 18 лет прошло у некоторых ветроэлектростанций. Может быть, сейчас кто-нибудь попросит их задуматься, а что вот с этой красотой делать теперь? Вот, что можно сделать с лопастью? Заборы из них строить? Ну, отдайте Прибалтам, они будут границу укреплять с Россией. Или у них там по плану болото. Ну, в болоте их утопят. Затопить в торфяне когда. Но и, насколько я помню, очень же большие ветропарки именно в море стоят, в Северном море. То есть, как все там еще это впереди. утилизировать? Здесь ситуация какая? О том, что нужно выводить из эксплуатации, о том, что нужно работать с отходами, Росатом размышляет сам. И сам для своих научно-исследовательских институтов разрабатывает технические задания, раздает кому что делать, находит финансирование. Все, что касается ветрогенерации, солнечной генерации, это очень публично, это акции, это биржа, это я не знаю, что еще. А кто и каким научным институтам должен дать задание и профинансировать исследования по утилизации всего этой передовой технологии, другое слово хотел сказать, но не сказал. Пока вот таких заданий не было особо. Единственное направление, которое мы видим по части утилизации вот того, что называют зелеными технологиями, это переработка литий-ионных батарей. В разных странах по-разному. У нас в Китае есть, но там утилизация подлежит только сам литий, он возвращается в оборот. Росатом, который у нас занимается строительством гигафабрик, знал, кому давать задания. Гиридмет, колыбель нашей атомной отрасли, задание получило, надо утилизировать. Видимо, задание не детализировали, забыли сказать, что хотят детализировать. Поэтому Гиридмет разработал технологию, которая позволяет вернуть в оборот литий, никель, переработать пластиковый ящик, уж там вообще ничего не остается. Демонстрационная линия отработана, завод строится в Нижегородской области. Ну что ж. Переработка 100%. 100%. Хороший показатель. Вот так. Главное, Гиридмет не останавливать. Там специалисты за столько лет такого уровня, что я не верю, что есть какие-то невыполнимые задания для этой организации. Перенесемся на Южный Кавказ тоже. То есть не уходим из региона, будем греться, будем считать, что да. Согреемся издалека. Отношение к зеленой энергетике имеет, но такое своеобразное. Минэнерго Абхазии заявил о том, что тарифы на электроэнергию в Абхазии надо повышать. Связано это и с изношенностью энергосистемы, и с различными другими, скажем так, вопросами, проблемами. Вот я хотел бы, чтобы ты немножко остановился на ситуации в электроэнергетике Абхазии, тем более, что эта страна входит, по-моему, сейчас в тройку наиболее посещаемых стран российскими туристами. Ну, будем надеяться, что туристов будут больше, будем надеяться, что вы найдете картинку великолепной ГЭС Ингури. Действительно очень красивая, действительно горы, действительно великолепное водохранилище, высота плотины 270 метров, изумительное, на самом деле, инженерное сооружение. Ну, вот как раз оно и есть. Построено оно было еще в советские времена. Водохранилище находится на территории, контролируемой Тбилиси. Сама станция находится на территории Абхазии. И это тот случай, когда войны могут вестись горячие, холодные, а вот с энергетикой войны не получается. В 1997 году договорились, и ни разу нарушение пока еще не зафиксировано. 40% вырабатываемой электроэнергии для Абхазии, 60% для Грузии. И работают, и работают. И пока проблем нет. Проблема то, что в свое время, в советское время, это была только верхняя ступень каскада. На реке Ингури был сооружен каскад соответствующий.
Так, собственно говоря, и назывался Ингурский Касхат. Малые гидроэлектростанции в Ардниме. Их 4 штуки. На мой взгляд, вот тогда никаких Грета Тунберг еще не было, но гидроинженеры у нас уже были. И школа у нас была действительно великолепная. Водохранилище Ингурской ГЭС, плотина, сброс воды. Много воды. Вот та вода, которая прошла через турбину, деривативные турбины, деривативные каналы, еще одно водохранилище, и на нем 4 гидроэлектростанции. Без хитрости, просто порядковые номера в Арднине 1, 2, 3, 4. Первая стоит у самого входа, ну, так скажем, в водохранилище, вот второе, которое вытекает, поэтому у него максимальная мощность 220 мегаватт, остальные поменьше, по 40 мегаватт. То есть итого было в запасе еще 340 мегаватт. То есть вместе с Ингури, ну, было бы значительно легче. Но в 90-е годы в Арднине 2, 3 и 4 были просто разграблены. Они не работают по той причине, что оборудование просто вынесли. Кто вынес, как вынес. Ну, в принципе, можно, конечно, заниматься историческими исследованиями, кто это делал, на каком грузовике, в какой вторцветмет сдавал. Ну, важно не первая часть вопроса, кто виноват, а вопрос, что делать. На день сегодняшний, что касается тарифов, да, они низкие, прямо скажем. Я уже сейчас не помню, по-моему, если на российские деньги переводить, рубль 70 для населения и 3,20 за киловатт-час для бизнеса. Вот лет уже прошло немало с той поры, как прошли все войны, приключения и прочее. Потери в линиях электропередач доходят до 40%. Потому что все это время никто не вкладывался, а это, ну, как-то очень проблематично. Начиная с 2017 года стал резко расти спрос на электроэнергию в Абхазии. Сейчас доходит до 3 миллиардов киловатт-часов, но это в такие, если зимы холодные, от 2 до 3, так скажем. И официальный дефицит по производству 700 миллионов киловатт-часов. При этом 90% электроэнергии дает одна Ингурия. Одна штука. В прошлое лето было засушливое. В декабре прошлого года вынуждены были просто прекратить сброс воды. То есть производство электроэнергии 0. Вот тогда появились гуманитарные поставки из России. Много обсуждали о том, как невероятное количество денег потратили на Абхазию. Надо было ей электричество не давать. Я не знаю, там вот наши господа ура-патриоты пусть потом что-нибудь расскажут. Что у нас там было? Оформили это все в феврале 2025 года. Гуманитарные поставки 182 миллионов киловатт-часов. Порядка 800 рублей, если брать со всеми налогами и всевозможными тарифами. Нельзя сказать, что в Абхазии испытывали восторг по этому поводу. Во-первых, многие стали показывать пальцем, вот нас Абхазия объедает, мы без электричества остались. А если говорить серьезно, сказать, что у нас энергопрофицит в объединенной энергосистеме Юга, к которой относится наш Северный Кавказ, тоже нельзя. Прошлым летом, к сожалению, мы дожились до веерных отключений, и если говорить о нынешнем, для нашего Кавказа важно, наверное, не только зимняя пора, но и летняя. Вот, с учетом того, что перетоки между Россией и Грузией, Россией и Азербайджаном, несмотря ни на какие политические события, продолжались вообще бесперебойно, проблем не было. Неоднократно компания Интеррао, государственная компания, которая у нас отвечает за экспорт и импорт электроэнергии, выручала энергетиков и Грузии, и Азербайджана. Грузия дошла до уровня, когда она стала энергопрофицитна. Вот. Не быстрый процесс, но строить в среднем 10 малых гидроэлектростанций в год в Грузии научились. Вот годы шли и набрались. И в этот отопительный сезон по договоренности Интеррао с энергетиками Азербайджана и Грузии там для нас в резерве держали до 300 мегаватт. Если будет жара, если будут вот такие перебои, которые случились в 2024 году, чтобы
плавно пройти. Прошли плавно. Информация, отчетов от НТРАУ, получали бы электроэнергию из Грузии и Азербайджана, пока нет. Но время для отчета еще не настало.